Здравствуйте, уважаемые. У нас тут сегодня вот хороший денек, тепло, плюс 8. Можно сказать, лафа. Можно спокойненько на улице делать репортаж, пока жду детей. Вот. Ну, денек хороший, а вот новости не очень. Будем говорить про местные новости, которые, в принципе, актуальны, я думаю, в любой части мира на сегодняшний день. Цены растут по-бешеному. У нас за неделю последнюю 3 раза поднимался бензин, причем у нас в нашей стране бензин регулируемый, поэтому поднимает его специальная организация государственная, которая следит за ценами на нефтяном рынке и так далее. Ну вот поднялся цены на бензин. Ну, конечно же, обвиняют во всем войну на Украине, Россию и так далее, начиная с наших СМИ любимых и заканчивая нашими властелинами колец, так сказать, вот этими правителями, так называемыми правителями. Вот. И получается, что вот цены растут. Теперь давайте на секундочку подумаем. Вот я вот своим, может быть, не сильно большим умом, вот просто пытаюсь прикинуть. Ну, при чем тут война на Украине? Ну, как бы эмбарго на российскую нефть, в принципе, сделала только Канада. Причем, если учесть то, что Канада с 2019 года не покупает сырую нефть у России, думаю, что это никак не повлияло ни на что. Вот. А все остальные страны, типа Германии, в Европе там сказали, что не дадут своим людям умереть с холода, поэтому нефть и газ продолжают покупать у России. Значит, Россия продолжает продавать так же, как продавала до войны. Почему же тогда растут цены? К тому же, давайте подумаем секундочку, вот то, что как бы правительства всех стран говорят, ну, западных стран говорят, что надо наказать Россию. И вот, но эмбарго на энергоносители они не хотят делать, но вот Россию надо наказать. Но если Россия продолжает продавать нефть и газ, то как же растущие цены на нефть и газ наказывают Россию? Как бы Россия продает ту же самую нефть, тот же самый газ, а получает намного больше денег. Опа! Эффект бабочки. Ну, в общем, обратный эффект получается. С одной стороны, они кричат, что они хотят задушить Россию, а с другой стороны, покупают у них нефть на 80% дороже, чем она стоила, ну, может быть, месяц назад, да? Вот так вот как-то получается. Вот мы давим Россию, вот. Бедный Путин несчастный не знает, как он разбирается с деньгами будет, с такими, которые приходят ему за эту продажу нефти, что он даже не ожидал столько денег получить. Вот, значит, виновата все-таки Россия, получается, у них. Но как-то все-таки что-то как-то не кроется, да? Потому что производство нефти не уменьшилось. Но оказывается, вот ОПЕК, например, решил воспользоваться. Ему дали хороший пример, вот государства все, которые кричат своим жителям, что цены сейчас начнут подниматься, потому что мы делаем санкции на Россию. ОПЕК сказал, ну слышь, если все винят Россию, а что же нам тогда ее не обвинить? Вот давайте скажем, что у нас цены тоже растут из-за этого. Вот. Хотя даже если бы нефть перестали покупать у России, по идее на сегодняшний день ОПЕК может просто увеличить количество разрешенного производства в страны, входящие в ОПЕК, и никто даже не заметит, что Россия перестала продавать нефть, кроме России. Но вот они этого не делают. Почему? Потому что, ну, зачем работать больше за те же деньги, если можно работать меньше за те же деньги? А причина есть хорошая, война на Украине. Вот как-то так получается. Вот. И это во всех странах, я уверен, в Европе то же самое. Кто-то там сказал 2,7 евро за литр бензина, там просто бешено. У нас вот сейчас будет $1.90 или $1.85 будет за литр бензина, так что нам как-то еще больше повезло чуть-чуть, чем в Европе. Но говорю это к чему? Просто показать опять же вот это вот правительство наших стран, которое абсолютно наплевать на людей. И все, что они хотят, это вот причину. Скидывать устаревшее оружие, вместо того, чтобы платить за утилизацию и кричать, что это вот на помощь Украине. Поднимать цены или разрешать поднимать цены и кричать, что это на помощь Украины против России и так далее. Хотя на самом деле мы видим, что эффект как раз обратный. Получается, что Украина с одной стороны получает помощь, с другой стороны воспользоваться ее она сильно не может, потому что все устаревшее. Может еще сами могут подорваться на этом. Россию хотят задушить экономически, на самом деле платят ей больше денег. Вот как-то так. Теперь вернемся все-таки к внутренним проблемам всех стран. Значит, у нас вот, по крайней мере, в Альберте пока
уже сказали, что они собираются уменьшить налог, провинциальную часть налога на бензин уменьшить, потому что, чтобы в целом бензин не поднялся. Пока только одна провинция это сказала, повезло ее жителям. Вот, Трудо у нас вместо того, чтобы решить что-то такое, поехал в Европу тусоваться. Непонятно, что и как решать там новые действия против России. Я уже не понимаю, что еще он может сделать против России, кроме того, что он сделал, и это все равно ничего не стоит. Вот. Ну вот он поехал в Европу. То, что происходит в Канаде, ему как-то по барабану. Вот. А что теперь произойдет дальше? Вот смотрите на секундочку. Бензин поднимается, автоматически поднимаются цены на все. Ну это понятно, все же надо как-то развозить, продукты, то все надо возить. Значит, если бензин поднялся, перевозка дороже, все поднялось. Теперь, завтра, скажем, закончится война, ну завтра я так говорю условно, закончится война на Украине, цены нефти вернутся на прежнюю цену, бензин упадет, все хорошо. Но вот остальные продукты не упадут. Живем мы немножко так в капиталистическом мире, и у нас цены на бензин регулируются правительством, а вот цены на остальные продукты не регулируются. Теперь поставьте себя на какого-нибудь владельца каким-нибудь магазинчиком, да? Вот он сейчас поднял цены, у него есть хорошая отмазка. Ребята, ну, бензин поднялся, у меня транспортировка стоит дороже, поэтому надо поднимать цены на продукты. Завтра бензин упадет. Вы думаете, он скажет, ну, ребята, смотрите, не хочу много денег делать, вот, не хочу на вас навариваться серьезно, давайте я опущу цены тоже, так как я сейчас меньше плачу. Ну, конечно, в идеальном мире хотелось бы, чтобы так это и произошло, но живем мы с вами в мире не идеальном. Люди тут немножко, по-английски это greedy, вот они жадные немножко. И как бы если ты можешь зарабатывать больше, то ты будешь зарабатывать больше. Да, так же, что и происходит изначально с ОПЕКом, например. Зачем им опускать цены, если они могут поднимать цены? Вот. Поэтому даже если завтра упадут цены на бензин, я сомневаюсь, что продукты упадут так же. Поэтому, например, то, что делает Альберта на сегодняшний день, она делает очень правильно. Она тормозит поднятие цен на бензин, чтобы остальные продукты не поднялись в цене. И так как остальные продукты, если не поднимутся в цене, то когда бензин упадет, они аккуратненько вернут налог на бензин, будут продолжать хабать деньги, а продукция, как бы простая такая продукция, она останется как бы на той же цене. Вот. Но опять же, как я сказал, пока это только одна провинция решилась. На федеральном уровне такого решения не принималось, хотя по идее логично, как бы, но все-таки мы платим деньги товарищу Трудо и госпоже Фриланд, Фройлен Фриланд, мы платим деньги, чтобы они заботились о нас и чтобы делали то, что лучше нам. Вот. Но вот с тех же налогов, что мы платим деньги, они с этих же налогов, эти же деньги получают от налогов за бензин, поэтому они пока ничего не собираются делать. И кроме того, что Фриланд сказал, что канадцам надо чуть потуже затянуть пояса из-за войны на Украине, из-за санкций, которые я уже говорил про это, что эти санкции Канаде просто никакого отношения не имеют. Вот. И ничего плохого они не делают Канаде, но она заранее предупредила. Вот. Вернемся к этому ролику, который я делал про лицемерие страны, про экономику, как они все обвиняют эту войну. Поймем, что... И уверен, что все поймут после этого ролика, а многие наверняка поумнее меня, поэтому поняли это до этого ролика. Вот. Поймут, что опять же приходим к тому же знаменателю. Все правительства уроды, всем плевать на людей абсолютно. И все просто ищут причину, на кого бы что-то свалить. Все свои фашлы, все свои пропуски, все свои эти вот, они просто ищут, на кого бы свалить. Вот нашли козла отпущения, причем не Россию или Украину, а именно войну на Украине, как козла отпущения, и на него валят все шишки. Вот. А людям, простым людям, жить все тяжелее и тяжелее, потому что, ну вот, я так понял, не только у нас, но и в Европе за последнее время бензин поднялся слегка так на 80%. Представляете, что такое на 80%, если сейчас все поднимется? В Америке вон инфляция была 7,5%. В Канаде тоже говорят, что 7,9% в феврале месяце. А теперь еще и сейчас война в конце февраля только случилась. Это ж какая инфляция будет сейчас в марте, если бензин так летит вверх. Ну и опять же разговор идет о фирмах, о государствах, которые входят в ОПЕК. Слушайте, прижмите их чуть-чуть, а? Ну есть у вас сила. Может, вы против них ведете экономические санкции, чтобы они скорее бензин свой продавали.
Потому что возможно, как бы, я сомневаюсь, что в Абу-Даби стали платить на 80% больше рабочим, которые вырабатывают нефть. Вот. Уверен, что там они как получали мизер, так они и получают мизер. Так что вдруг нефть так поднялась? Вот. И производить они могут намного больше. Завтра вообще не будет Россия продавать нефть. Поверьте мне, захотят, восполнят это сполна. Ну так что, вот так вот как-то никто не хочет. А почему государства не хотят, чтобы цены на бензин падали, как и на другие продукты? Потому что государство получает налоги. Больше цена на бензин, больше налогов в казну. Вот. Поэтому, когда люди все беднеют, государства все богатеют. Ну, государство, я имею в виду правительство. Все богатеют. Вот. Вот такие вот у нас делишки, как говорится. Вот. Так что просыпайтесь, ребята, смотрите, что делает ваше правительство. Понимаете, к чему оно ведет. Все, чтобы вы не посмотрели, как бы вы ни посмотрели на вот эти вот поднятия цен и так далее, вы поймете, что они делают это все очень корыстно, все для себя. Им плевать, что на Украину, что на Россию и что на их же собственных граждан, как говорится. Вот такая вот тематика пошла. Вот, значит, опять же, мы страдаем больше, а они кайфуют больше. Вот такой вот парадоксик. Ну, в принципе, то, что я вот это вот, как говорится, просто на злобу дня хотел просто высказаться, потому что, ну, такая безалаберность правления уже просто достала. Просто уже невозможно как бы вообще с этим как-то сживаться, потому что, ну как сказать, ну хочется что-то сделать такое серьезное. Вот. Но можно сделать только тем, что люди начнут понимать, что происходит, смотреть на свои правительства через лупу, через микроскоп и видеть, кто они есть на самом деле, эти черти, которые там сидят. Извиняюсь, может, у кого-то из вас есть правительство, в котором сидят не черти. Но я думаю, что вот какие у нас черти сидят, такие же сидят и у вас. Ну, может, где-то чертенки, а не черти. У нас черти. Вот. Так что надо думать, что делать дальше. Надо переставать быть пассивными людьми, которых просто обворовывают, обманывают, пытают. И все это просто так им сходит с рук. И они ни за что не несут ответственности. Ну вот, я думаю, что я в принципе сказал то, что хотел сегодня сказать. Пишите, если у кого-то из вас такие же ситуации в стране. Посмотрите, что вы думаете, они должны сделать иначе. И посмотрите, что бы вы могли сделать в своей стране, каждый в своей стране, для того, чтобы люди проснулись и поняли, что к чему и почему, и что с этим делать. Ну вот, как-то такой спонтанный ролик. Всем удачи. Вот, пишите, буду рад. Очень рад до сих пор. Был очень рад до сих пор видеть все комментарии и отвечать на них, и буду продолжать в том же духе. Спасибо.